Привет, Арми. Что может заставить миллионы фанатов по всему миру плакать в унисон? Почему одно откровение от Тайлера-создателя потрясло мировую музыкальную индустрию, оставив Арми с трудом справляться со своими эмоциями? И самое главное, какая скрытая правда о BTS, Тэхёне и Чингуке наконец-то раскрылась, чего никто не ожидал услышать? Музыкальная индустрия процветает на тайнах, домыслах и откровениях, которые меняют наши представления об айдолах. Но на этот раз эффект был гораздо сильнее обычного. Когда Тайлер, создатель, сделал эмоциональное, неподдельное признание в отношении Тэхёна и Чингука, новость мгновенно заполонила онлайн-платформы. То, что поначалу казалось случайным заявлением, превратилось в один из самых шокирующих и эмоциональных поворотных моментов в истории BTS. Поклонники усомнились во всем, что, по их мнению, они знали об отношениях, творчестве и наследии двух самых знаковых фигур BTS. Откровение Тайлера не было ни сплетней, ни замаскированным случайным комментарием. Это было откровенно, осознанно и несло в себе тяжесть того, что он больше не мог сдерживать. Для ARMY, которые следили за BTS через триумфы, трудности и исторические вехи, это откровение стало просто сокрушительным. Чистая эмоциональность его слов вызвала резонанс, подогревая домыслы о том, что же на самом деле произошло за кулисами и камерами. Годами Тэхён и Чингук были в центре бесконечных споров, слухов и всеобщего внимания. Их синергия на сцене, неоспоримая химия во время выступлений и их тихая, но крепкая связь за кулисами были проанализированы со всех сторон. Однако никто не ожидал, что Тайлер, артист, не относящийся к кей-поп-индустрии, станет тем, кто откроет шлюзы такой эмоциональной бури. Его слова задели за живое, раскрыв правду, которую многие подозревали, но никогда не решались высказать публично. То, что Тайлер рассказал о Тэхёне и Чингуке, поклонники описали как одновременно сокрушительное и освобождающее. Это разрушило зачастую отшлифованный образ мировых суперзвезд и заменило его уязвимой, неотфильтрованной реальностью. Он говорил о трудностях, невысказанных трудностях, отношениях, не имеющих отношения к внешности, и жертвах, которые мир никогда по-настоящему не понимал. Его тон был серьезным, напористым и глубоко эмоциональным, не оставляя сомнений в честности его слов. Реакция была мгновенной и ошеломляющей. ARMY наводнили онлайн-сообщество недоверием, печалью и гневом. Слезы лились не потому, что фанаты сомневались в Тэхёне или Чингуке, а потому, что признание напомнило им о том огромном бремени, которое их кумиры несли годами. Слова Тайлера стали зеркалом, отражающим эмоциональное бремя, которое приходит с мировой славой, творческими запросами и тоской по подлинности в мире, который часто больше озабочен имиджем, чем реальностью. Самым мучительным вопросом остается, почему именно сейчас? Почему Тайлер решил раскрыть что-то столь чувствительное именно сейчас? Было ли это намеренным шагом защитить Тэхёна и Чингука, высказав невысказанную правду? Или это был просто спонтанный порыв уважения к двум артистам, которые молча вынесли больше, чем фанаты могли себе представить? Время признания сделало все еще более драматичным, заставив фанатов нервничать, отчаянно искать ответы и испытывая эмоциональный шок. Сказанное Тайлером не только изменило отношение фанатов к Тэхёну и Чингуку, но и подчеркнуло хрупкий баланс между личной и публичной жизнью мировых икон. Это откровение разрушило иллюзию совершенства, которая часто окружает айдолов к-поп. Оно заставило и индустрию, и фанатов столкнуться с неприятной реальностью. Реальностью, которой Арми всегда боялись, но которую редко обсуждали открыто. Каждое предложение Тайлера звучало как нечто неотложное. Он подчеркнул, что история Тэхёна и Чингука – это не только музыка или слава, но и человеческая стойкость, уязвимость и жертвенность. Для Арми, услышав это человека за пределами круга BTS, эти слова приобрели еще больше вес. Это уже не было домыслами или слухами. Это было признание того, что их кумиры пережили испытания, далеко выходящие за рамки того, что было открыто заявлено. Сети были переполнены эмоциональными откликами. Фанаты делились видео, переводами и интерпретациями, каждый из которых добавлял еще больше напряжения к продолжающейся буре.
Некоторые выражали благодарность Тайлеру за то, что он сказал правду, которую другие избегали, в то время как многие выражали опустошение, говоря, что хотели бы, чтобы это откровение никогда не случалось из-за боли, которую оно причинило. Независимо от точки зрения, эмоциональный ущерб был неоспорим. Одним из самых поразительных аспектов откровения Тайлера стало то, как оно представило Тэхёна и Чингука в новом свете. Не как идеальных айдолов, а как людей, борющихся с давлением и ожиданиями. Это признание их трудностей нашло глубокий отклик у фанатов, которые всегда чувствовали, что что-то осталось недосказанным. Слова Тайлера подтвердили давние подозрения, что их путь был гораздо сложнее, чем то, что было представлено публично. Это эмоциональное потрясение теперь поднимает новые вопросы. Что это значит для будущего Тэхёна и Чингука? Как это повлияет на их отношения в BTS? И, возможно, самое болезненное, почему эта правда так долго скрывалась? Фанаты требуют ясности, но это может быть непросто. На самом деле, откровение Тайлера может быть лишь началом большой и сложной истории, которую ARMY только начинают распутывать. Мир К-попа процветает благодаря тщательно выстроенному образу. Но что происходит, когда этот образ сталкивается с неприкрытой реальностью? Решение Тайлера раскрыть то, что он знает, заставило фанатов столкнуться с этим неловким конфликтом. Слезы, пролитые ARMY, это не только слезы по Тэхёну и Чингуку, но и по утрате иллюзии, которая защищала их от суровой реальности. Этот фасад рухнул, и, разрушившись, его уже невозможно восстановить. Обозреватели индустрии уже называют этот момент поворотным. Эмоциональный резонанс откровения Тайлера гарантирует, что Тэхён и Чингук навсегда будут восприниматься по-другому, не только как исполнители, но и как личности, прошедшие через глубокие испытания и принесшие жертвы. Для ARMY это признание одновременно болезненно и необходимо. Оно подтверждает их стремление поддерживать своих кумиров не только в периоды славы, но и в моменты уязвимости. Однако посреди хаоса проявился один неоспоримый факт – связь между Тэхёном и Чингуком крепче, чем когда-либо. Слова Тайлера, пусть и тяжелые и шокирующие, пролили свет на глубину их отношений, выкованных в трудностях, в общем молчании и невысказанном понимании. Это откровение вызвало у фанатов больше всего слез, потому что открыло им правду, в которую они всегда верили, но никогда не признавали ее. Теперь остается лишь непреодолимое напряжение. Ответит ли Тэхён или Чингук на шокирующее откровение Тайлера напрямую? Придаст ли молчание, окружающее признание, лишь дополнительную остроту, оставляя фанатов бесконечно трактовать его слова? Или же наконец-то прозвучит признание от тех, кто оказался в центре этой бури? До тех пор эти вопросы будут продолжать преследовать ARMY, оставляя эмоции открытыми и неисцеленными. Возможно, Тайлер и не предполагал всего масштаба своего влияния, но бурю, которую он развязал, невозможно остановить. Слезы, пролитые ARMY по всему континенту, свидетельствуют о том, насколько глубоко они эмоционально связаны с историей Тэхёна и Чингука. Это было не просто откровение. Это было эмоциональное землетрясение, потрясшее основы мирового фандома. И в конце концов, одна истина неоспорима. Шокирующие слова Тайлера изменили все. Теперь мир видит Тэхёна и Чингука в другом свете. Долгое молчание нарушено. И ARMY, хоть и в слезах, теперь глубже понимают жертвы, трудности и человечность айдолов, которых они всегда любили. Остается вопрос, что будет дальше? Хотя в приведенной выше статье откровения Тайлера о Тэхёне и Чингуке изложены в драматичном и эмоциональном ключе, важно четко заявить, что представленные заявления не основаны на проверенных фактах. Никакие официальные записи, заслуживающие доверия заявления или авторитетные средства массовой информации никогда не сообщали о подобных откровениях от Tyler the Creator в отношении участников BTS. Этот рассказ, хоть и написан с большой интенсивностью и эмоциональной нагрузкой, следует рассматривать как чисто вымышленный сценарий, а не как фактическое повествование. Важность развлечения правды и домыслов в индустрии развлечений невозможно переоценить. Фанаты, особенно ARMY, часто глубоко эмоционально привязаны к каждой детали, окружающей их кумиров.
Эта уязвимость делает их особенно восприимчивыми к преувеличенным сообщениям или выдуманным историям, играющим на их глубокой привязанности. Хотя эта история и поднимает темы борьбы, уязвимости и связи, она не отражает никакой подтвержденной реальности между Тэхёном, Чингуком и Тайлером. Тэхён и Чингук остаются прославленными артистами, чья карьера основана на их неоспоримом таланте, преданности делу и влиянии. Тайлер-творец, будучи уважаемой фигурой в мировой музыке, никогда не делал заявлений, напрямую связывающих его с личной или профессиональной жизнью участников BTS. Поэтому любые шокирующие откровения следует рассматривать как домыслы, а не как факты. Это напоминание не призвано умалить искренние эмоции, которые фанаты могут испытывать, читая подобные истории. Скорее, это необходимое уточнение. Драматизм этой истории заключается в ее повествовательной конструкции, а не в ее правдивости, основанной на фактах. Отделяя вымысел от фактов, ARMY могут продолжать поддерживать участников BTS без ненужного замешательства, разочарования или эмоционального стресса. Вывод очевиден. Никаких шокирующих разоблачений не было сделано, никакие секреты не были раскрыты и никакие скрытые истории не были подтверждены. Однако остается очевидной нерушимая связь между BTS, их творчеством и их поклонниками. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на непроверенных сообщениях, мировое сообщество может лучше почтить Тэхёна и Чингука, восхваляя их музыку, уважая их частную жизнь и признавая их постоянный вклад в мировую сцену. В конечном счете, как создатели, так и потребители медиа должны критически относиться к такому контенту. Эмоциональное повествование может быть сильным, но правда остается первостепенной. В данном случае история – это не фактическое разоблачение, а скорее пример того, как можно формировать повествование, чтобы вызывать эмоции.